Дорогие друзья, это Ленорман, который ответит на вопрос. Простой житейский вопрос. Моя вторая половинка, то есть ваша вторая половинка. Что он замышляет, что он хочет вам сказать, что у него сейчас происходит, да? Ваша вторая половинка. Волнуется, нервничает. У него сейчас цикличность какая-то, меняется жизнь. Переживает, страдает, любовные страдания. У него точно есть любовные страдания какие-то. Ну что карта Луна об этом. Он хочет устроить свою личную жизнь, он хочет вам угодить, потому что женская карта. У некоторых проиграется, что он себя ведет немножко по-женски, так нерешительно. Потому что карта Луна – это и есть карта нерешительности. Карта книга. У него сейчас меняется судьба. Переходит на новый уровень. И он хочет поддержать себя финансово и вас поддержать финансово. Мужчина хочет устроить свои рабочие моменты. Он хочет устроить свои дела, он хочет, чтобы финансово было все по-другому, по-новому, чтобы была стабильность. Но карта книга – это карта судьбы. Мужчина сейчас отрабатывает какую-то карму по карте книга. А по карте звезды он, конечно, хочет, чтобы вы им гордились. Может быть, он нерешительный, не решается сказать то, что должен сказать, и сделать то, что должен сделать, потому что не верит, что у него получится. Ему нужно верить в свою звезду. Он хочет прийти к вам уже как бы с трофеями, можно сказать, да? Он хочет прийти к вам уже с результатом. Потому что сейчас у него идет кармическая отработка какая-то родовая. Он сейчас очень волнуется по карте Луна. И знаете, звезды и Луна же, звезды и Луна. Две карты светил небесных. Так что сейчас мужчина решает какие-то действительно очень-очень большие задачи. И эти задачи связаны с вашей дальнейшей судьбой. Книга тоже. Итак, еще одна карта букет. Ну, страсть у него точно к вам есть. Страсть большая, страсть горячая. Очень горячая страсть. Это подарки, которые он вам готовит. Это он хочет показать свою красоту, может быть, свою страсть. Знаете, мужчина ведь должен показывать, что горячность, страсть, решительность и способность состояться в этом мире, хорошо заработать для своей семьи. Если семьи у вас еще нет, то эта карта, вот он хочет показать вам, что он достойный вас. А также карта букет говорит о его сильных чувствах к вам. Вот ваша красота, это вот просто его покорила. И внешняя красота, и внутренняя красота вашей души его буквально покорила. Ваша вторая половинка, что сейчас у него происходит? Он добивается стабильности. Мужчина знает, что ему нужна стабильность. Он знает, что он где-то упустил момент. Сейчас он подтягивает хвосты. Хочет добиться стабильности. Он много перенес. Пиковая масть и девятка пик говорит, что мужчина многое перенес. Он вообще себя немножко жалеет. Он привык себя жалеть, страдать привык. Понимаете? Такая вещь. Но он хочет стабильности, прежде всего материальной, конечно. Карта рыбы. Да, он хочет денег, он хочет хорошего заработка. Он любит красивую жизнь, он любит благоустроенную жизнь. Он себе еще в юности намечтал, что он будет богат, состоятелен, что у него все будет, что его семья не будет ни в чем нуждаться. И он этого сейчас добивается. Карта рыбы тоже свидетельствует о его чувствах к вам. Это глубокие, настоящие чувства мужчины к вам. Глубокие и настоящие чувства. Такой красивый цветок здесь, но вот он очень быстро вянет, да. Я его только что сорвала для вас, а он сразу, вот видите, вянет, такой цветок. Он очень красивый. Итак, это лиса, карта предприимчивости. Мужчина действительно хочет выкрутиться. Может быть, он, знаете, его оболгали перед вами, дали вам ложную информацию, которой вообще нельзя было доверять. И мужчина теперь хочет выкрутиться, он хочет показать, что он не такой плохой, что с ним можно взаимодействовать. Красуется немного, горцует.
У некоторых проиграется, мужчина может обманывать касательно финансов. Он может, ну не то, что он привирает, нет, он приукрашает, потому что он сам верит, что у него лучше, чем есть. Кстати, это свойственно многим мужчинам. Думать, что у них лучше, чем есть. Они такие, поэтому у них так все хорошо вообще-то. Они спокойные люди часто бывают, потому что они всегда думают, что у них лучше, чем есть. Мужчина может хитрить что-то. Но вот хитрость, скорее всего, у очень многих проиграется, что это даже не хитрость, а он сам верит вот в то, что он себе намечтал. Понимаете? Может, он намечтал что-то касательно вас и сам в это верит. Касательно денег. Он видит все немножко в розовом свете, можно сказать. А карта крысы, она выражает отношение мужчины вообще к жизни. Крысы – это вот такая, знаете, ситуация, когда он окружен врагами, часто бывает. Он часто бывает окружен людьми, которые его используют, которые манипулируют им. За его спиной говорят гадости. Это карта негативного влияния. На мужчине точно есть какое-то негативное влияние. Ну, карта крысы вышла же не зря, правда? Какое-то негативное влияние на нем есть. Карта ключ говорит, что у мужчины, конечно, есть еще потенциал. Он еще не раскрыл его полностью. И как у нас у всех часто бывает, что внутренние зажимы, внутренние двери, много дверей в нашей жизни, которые просто закрыты от нас самих, да? Многое мужчине пока не подвластно. На многие обстоятельства он пока не может влиять. Многое ему не подвластно. Понимаете? Карта дерева говорит, что он, во-первых, вам по судьбе, уже и книга выходила, и дерево, мужчина вам по судьбе, мужчина хочет, чтобы вы были родственные души, вы вообще родственные души, вы даже чувствуете это, да, что вы родственные души. По этой карте он, конечно, хотел бы сродниться с вами, он хотел бы, чтобы вы его понимали больше, но вы его и так понимаете. Может быть, он слишком многого хочет, потому что он вас иногда не понимает сам, и вам иногда трудно самой до него достучаться. Вот в чем дело, понимаете? С ним будет разговор, он обязательно выйдет на связь, и с ним обязательно будет разговор. Разговор будет серьезный, откровенный, карта дерева вышла с картой птицы. Разговор будет серьезный, обстоятельный, и вы будете сами удивлены, потому что то, о чем вы догадывались, прояснится, и с лучшей стороны, в принципе, вы думали хуже, чем есть на самом деле. Потому что будет свидание, будет разговор, мужчина объяснит, почему он так и так себя ведет, и вы увидите, что он не врет. Да, будет новое общение, будет новый разговор, новое общение. Это общение приведет к взаимному пониманию друг друга. Но это карта наивности, это карта новизны, новое свидание, новый виток в ваших отношениях вам гарантирован. Так что не сомневайтесь, мои дорогие. Кстати, если вы мужчина, расклад для всех. Вы можете просто с другой стороны посмотреть на это все. Ну вот карта башни вместе с картой ребенок еще для некоторых может означать, что у мужчины будет новая работа, которая ему принесет новые деньги. Ведь здесь рыбы все-таки были, да, и лиса – это поиск. Он ищет, как себя реализовать лучше, как себя проявить лучше. И он себя проявит самым лучшим образом, у вас с ним будет взаимодействие, и вы услышите, что он сейчас находится в поиске. И в ближайшем будущем он найдет лучшее место, лучшую работу. И эта работа позволит вам все-таки реализовать то, что вы вместе планировали раньше, но не получалось, поэтому, может быть, были трения в ваших отношениях. Вышла ваша карта. Такой случайности никогда не бывает. Когда выходит ваша карта, это говорит о том, что расклад очень и очень для вас правдивый. Все расклады правдивые, но когда выходит ваша карта, мороз идет по коже. Что-то точно вся информация, которую вы здесь получили, она очень вам нужна была и поможет. Вот это все, видите, у вас за спиной, весь этот расклад, то, что у вас за спиной, потому что в Ленорман направление играет огромную роль. Это все вас касается.
Что-то с вами проиграется в большей степени, что-то в меньшей, но все абсолютно касается. И все вам на пользу. Еще возьмем карту, потому что нужно посмотреть, что у вас впереди. Вы видите карту крест. Вы от этого мужчины никуда не денетесь. Вы друг другу по судьбе. Карта книга и карта крест. Все очень четко. Свидетельствует, что вам, мужчина, по судьбе. Да, было трудно, потому что шла кармическая отработка. Вот он по судьбе вам, и вы ему по судьбе. И здесь никуда не денешься, понимаете? Вам нужно быть вместе, потому что только вы можете счастливы быть с ним, а он с вами. Вот потому что карты такие вышли. Карта предков, крест, и карта книга, карта судьбы. Какой вам совет дадут Ленорман? Клевер. Вы будете еще счастливы в личной жизни. У вас будет огромное счастье в личной жизни, счастье будет с этим человеком. И знаете, что вначале кажется вам кармической отработкой, что кажется вам сложностями, что на самом деле качели были, непонятки, и слезы, и огорчения, и обиды. Но это было все нужно пройти, чтобы получить этот клевер. И интересно, что карты полностью как бы взаимодополняющие даже, потому что крест — это что-то тяжелое, что вы прошли с мужчиной, тяжелую карму прошли, тяжелые какие-то жизненные обстоятельства, вмешательство третьих лиц, вмешательство финансовых, бытовых неурядок всяких, непорядка. То тяжелейший крест меняется на самую легкую карту в колоде, это карта клевер. И говорит о том, что у вас будет счастливое будущее с этим человеком. Вот увидите, вы еще будете очень-очень счастливы. Клевер — это когда внезапно приходит счастье. Вот как внезапно вы, может, поссорились с ним на пустом месте, ни о чем была ссора, и не понимаете, в чем дело. Точно так все внезапно разрешится, и внезапно будет полное взаимопонимание у вас с этим человеком. И бубен — это, конечно, благородный поступок с его стороны, это радость, которую он вам принесет, удовлетворение всего. А также бубен — это, конечно, бумаги, ценные бумаги, решится какой-то вопрос, или финансовый с ценными бумагами, купля-продажа, там, наследство, суды, решится вопрос недвижимости, наследства какого-то, да, или вообще покупки или продажи недвижимости. Ведь бубен часто связана, карта, с деньгами. Что-то устроится, что-то внезапно повернет к вам. Удача, потому что клевер — это как колесо фортуны второе. Это удача, которая действительно приходит к вам, и вы с мужчиной будете очень счастливы. Здесь все налицо, девочки. Даже карта предков вышла, карта креста, карта предков, которая говорит, что предки вам говорят: не волнуйся, больше не плачь, не огорчайся больше. Вот как, пожалуйста, карта предки говорит. С этим мужчиной будет счастливая судьба, и будете радоваться. Предки вышли на связь, потому что знают, что вы переживаете. Я же чувствую своих слушателей, правда? Я точно знаю, что у вас, девочки и мальчики, все будет просто замечательно. Со своей стороны хочу сказать, что я вас очень люблю, и для меня важно сделать для вас расклады, вам помогать. Подписывайтесь на канал. Это для вас очень выгодно. Здесь все для вас. А также оцените мою работу, поставьте пальчик вверх или вниз, потому что выразить эмоцию – это очень полезно для вашего здоровья. То есть выразить эмоцию и оценить мою работу. Но я знаю, что у вас все будет просто замечательно. И еще я знаю, что мы с вами обязательно скоро увидимся. До новых встреч!